Прогуливаясь по Петербургу, очень интересно представлять, что здесь было век или два назад. Например, в XVIII веке граница города проходила по реке Фонтанке. Это была важная транспортная артерия города, ведь много нынешних улиц и проспектов тогда просто не существовало. В XIX веке граница передвинулась. Петербург заканчивался уже у обводного канала, за которым шли предместья. Здесь были установлены заставы, досматривали документы, товары. И канал стал важной транспортной пограничной артерией. Как вы можете догадаться по картинке, сегодня мы погуляем по одному из исторических районов города Санкт-Петербурга, который многие до сих пор попросту называют роты. Роты. Нынешние это... Так, развернусь, мы сейчас идем по первой Красноармейской улице. Табличка. Напротив, через дорогу военмех. Справа СПбГУ ГАСУ, или как правильно там, архитектурный университет. Красноармейскими улицами, вот, СПбГУ, СПб ГАСУ, правильно. Красноармейскими улицами мы знаем сейчас. Их так переименовали в 20 веке, по-моему, в 1923 году, а до этого улицы были ротными. Отсюда и историческое название роты. Какого-то единого плана прогулки у меня сегодня по ротам нет. Будем просто ходить по номерным улицам. Такое мы уже делали в Песках. Что-то похожее было как раз через дорогу. Мы вот идем к Московскому проспекту. Там исторический район Семенцы. А роты не сказал. Это были здесь расквартированы роты Измайловского полка. Это все полки, еще организованные, учрежденные Петром Первым. Еще как потешные полки. Но впоследствии первая рота даже Измайловского полка занималась охраной царских резиденций, вроде как. Сейчас по Московскому проспекту выйдем на вторую Красноармейскую улицу. Ну и по ходу прогулки я постараюсь рассказать просто историю этого района, измайловских рот. Скажем так, ничего особенного. Погода у нас хорошая, около нуля, солнечно. Сейчас свернем с шумного проспекта на тихие улочки. После появления в Петербурге Измайловский полк еще более 10 лет находился на постое по обывательским домам, пока для него выбиралось место постоянного квартирования и строилась слобода. 2 декабря 1737 года Анна Иоанновна утвердила проект постройки Измайловской слободы. Первоначально предполагалось разместить строение слободы за Калинкинской деревней, около нынешнего парка Екатерингов, но место там оказалось сырым для жилья, непригодным. В шведском плане 1676 года, в районе, где позднее образуется Измайловская слобода, обозначена деревушка Кеммейокки, что означает в переводе «крутобережье».
Походу мы здесь проходим архитектурный университет, и у них есть достопримечательность — это дерево гасушное, такое раскидистое. Летом оно, конечно, тут своей шикарной зеленой кроной дает отличную тень. Так вот, выбор определился тем, что это место подтоплению и другим неудобствам подвержено быть не может. Так значилось в указе. Первый полковой двор Измайловского полка еще до строительства Слободы был расположен на набережной Фонтанки между нынешним Старопетерговским проспектом и Либовским переулком. В царствование Анны Ивановны место дислокации Измайловской Слободы от Калинкинской деревни, от Калинкиной деревни, правильным, как предполагали сначала, было перенесено в район воображаемого продолжения Вознесенской улицы на южном берегу Фонтанки. Ну и измайловцам выделили территорию, ограниченную нынешним Московским, Лермонтовским проспектами, Фонтанкой и обводным каналом. Усилиями мастеров, плотников и столяров, а также при активном участии самих гвардейцев, Слобода из 192 светлиц, объединенных попарно с общим тамбуром, в середине была закончена к 1743 году. То есть, представляете, сейчас здесь мы видим доходные дома вдоль улиц, а тогда просто одноэтажные домики на две семьи, скажем так, с общей парадной, с общим крыльцом, шли вдоль дороги. В указе от 2 мая 1740 года о строении слобод для Измайловского полка можем прочитать: велено на полки гвардии вместо казарм построить слободы со всяким поспешением в нынешнем 1740 году. Измайловскому назначили строить за Фонтанкою, позади обывательских дворов, зачав строить от самой перспективной, которая лежит к Царскому селу. Царскому именно тогда через «С» писалось. Это современный Московский проспект. На правую сторону вниз по оной речке. Регламентировалось не только место расположения полковых слобод, но и ширина улиц в них. Причем ширина полковых главных улиц должна была быть больше, чем у ротных и боковых проездов. Каждая рота размещалась в отдельной улице. Автор описания Петербурга Андрей Богданов писал в 1762 году, что полки, дальше цитата, поротно улицы имеют вдоль и поперек, чего ради и оные в числе улиц положим каждого полка по 10 рот. В действительности их, конечно, было 12. То будет целых 40 слобод великих, которых к вышеописанному исчислению в ряд в общую сумму в число присовокупляются. Вот как витиевато раньше текста составляли. На протяжении всего XVIII века адреса домов в полковых слободах так и указывались. Там, например, Измайловского полку в 9-й роте. Измайловский проспект в справочниках по Санкт-Петербургу под своим названием значился лишь с 1834 года. На планах и картах, составленных до этого срока, трасса, по которой он проходил, называется Вознесенской перспективой. Ну, то и понятно, что как раз у нас Вознесенский проспект идет от Адмиралтейства до Фонтанки,
Но от Фонтанки начинается уже сейчас Измайловский. Но тогда это все был один Вознесенский. Опять по современному проспект, по тогдашнему перспектива. Так же, как и Невская перспектива именовалась. Как раз вот мы уже по второй Красноармейской подошли к Измайловскому проспекту. Ну а про ширину, как вы вот можете, если чуть отмотать назад, где мы начинаем на первой Красноармейской, она, конечно, гораздо шире. Она такая была полковой, она была центральной, что ли, как будто бы тогда улица, ну не центральная, но пожирнее там военачальники квартировались. Ну и интересно на самом деле еще именование. Знаете, я сейчас пройду здесь по Советскому переулку до 4-й. С 1 по 7 роты Измайловского полка разместились между современными Московским и Измайловским проспектами, а 8-я и 12-я роты между Измайловским и Лермонтовскими проспектами. В конце 18 века при Павле I было принято решение вернуть полки в казармы и отдать освободившиеся места под застройку. Казармы для Измайловского полка построили вдоль Измайловского проспекта. Большая часть их сохранилась, хотя и несколько переделанном виде. Но, тем не менее, в отличие от других полковых слобод, слово «рота» в названиях улиц бывшей слободы Измайловского полка осталось. Все-таки давайте до Измайловского я дойду проспекту. Даже, наверное, по Измайловскому пойдем до 7-й. Там интересный дом. Нам по пути должен будет встретиться. Вот. А что хотелось сказать про наименование, опять же, улиц. Роты были не первыми наименованиями этих проездов, зафиксированными в документах и на планах города. Для первой роты первое известное название было Измайловская улица с 1783 года, либо Измайловский проспект. В него входил и современный Троицкий проспект. В свою очередь, оба проезда иногда включались в состав Большой Загородной улицы, то есть Загородного проспекта. Троицкий собор видим справа. Знаете что, мы к нему еще подойдем и поближе посмотрим. Поэтому пока ничего говорить не буду. Так, значит, 2-я и 7-я роты на плане 1798 года обозначены, соответственно, 1-й и 6-ми улицами. Южнее расположенная 7-й роты проходила еще 7-я улица, но она быстро исчезла. Западнее Измайловского проспекта с 1795 года
существовала своя нумерация улиц. Первой улицей был нынешний Троицкий проспект, второй будущая 13-я Красноармейская улица, а номера с 3 по 7 имели с 8 по 12 роты. Любопытное соединение двух наименований в газетном объявлении 1795 года. В 3-й улице, именуемой 8-й ротой, так там звучало. Как и в восточной половине Слободы, южнее 7-й была еще 8-я, тоже быстро исчезнувшая. Ну и лишь на плане 1812 года впервые появляются названия с 1 по 12 роты, ставшие официальными именами улиц более чем на столетие. В первой половине 19 века употреблялись варианты 1-12 роты Измайловского полка, 1-12 Измайловские улицы и просто с 1 по 12 улицы. 5 марта 1871 года 10 и 12 роты были продлены от Новопетерговского, это нынешний Лермонтовский проспект, до Дровяной улицы. Это вот у нас справа как раз параллельно Измайловскому проспекту, вдоль которого мы сейчас идем, там Лермонтовский. И за Лермонтовским как раз Дровяная улица. Расширялись тут как могли. Современная 13-я улица, Красноармейская, с 1795 года именовалась Заротной. Здесь располагалась заротная команда, то есть вспомогательные подразделения полка, которые не входили ни в одну из рот. Помимо уже упомянутой 2-й улицы, она называлась иногда Измайловским переулком. До 19 декабря 1884 года эта улица была короче и начиналась от Заротного, ну или еще по некоторым картам Дублинского переулка. Позже ее продлили, подобно всем остальным, до Измайловского проспекта. Ну и, как я уже сказал, в 1923 году, 6 октября, как бы в противовес прежним названиям, улицы были переименованы в Красноармейские. Вот тогда-то Заротная улица стала просто Красноармейской, но очень скоро к этому названию добавился номер 13, и получилась такая вот нелепица, что 13-я Красноармейская проходит вовсе не на своем месте, как бы не на своем порядковом месте, а перед 8-й Красноармейской. Так, здесь мы уже подошли к так называемому саду Валентина Пикуля. И за садом, тут вот как раз с башенкой, виднеется одно очень интересное здание начала 20 века. Всеми нами любимый стиль северный модерн. Так вот, не только ротно-военной славой осенен Измайловский проспект. Именно здесь появился один из лучших доходных домов Петербурга. Дом сельскохозяйственного товарищества «Помещик», знаменитый как своей готической башней. Там на крыше маскароны в виде демонов, но так и технологическими изысками. Уже в советское время, после снятия блокады, здесь открылся универсам «Стрела». Ну а в народе все этот дом называли и помнили как именно помещик, там, или у помещика.
или дом помещика называли. Так, здесь перейдем Измайловский проспект и со стороны смотрим на эту башню замечательную. Ну а второй как бы топоним, который прижился в народе, это как раз по названию универсама стрела. Ну уж не буквально там забить стрелку, да, а вот назначить место встречи у стрелы, это именно обозначало встретиться у этого дома. По первому этажу, как мы видим, большие окна, они изначально так и предполагались. Магазин «Стрела» — это первый магазин с кассами-автоматами. Здесь, по-моему, так по истории, что это я читал. Ты приходишь, говоришь, что тебе надо, продавщица по микрофону, по громкой связи передает, сейчас давайте с проспекта уйдем, передает на склад твой заказ, и на встроенных лифтах поднимается там твой заказ. Ну и ты там уже идешь на кассу. Дом построен в 1911-12 годах для компании «Помещик», которая занималась продажей молока и молочных продуктов. У компании, учрежденной в 1900 году, к 1910 уже было более 40 магазинов по городу. Даже работала доставка продуктов на дом. В это же время компания становится поставщиком императорского двора. Был такой специальный титул. Ну и получает право изображать свой корпоративный бренд на упаковках. Замечательный домик, только вот жалко, что в таких сетках ждет своей реставрации. Опять же, прослеживаются египетские мотивы даже в атлантах, как будто бы. Здесь у нас неподалеку есть египетский мост. Скорее всего, мы мимо него пройдем. Так, про про помещика-то не договорил. Заказ на строительство здания отдали молодому архитектору Якову Блупштейну, который по мере того времени возвел пышное здание в стиле северного модерна, которое и по сей день является необычно привлекательным архитектурной доминантой квартала. Прогуливаясь по Измайловскому проспекту, обязательно рассмотрите скульптуры сов, зайцев, лисиц, медведей, которые украшают фасад здания. Это вам на домашнее задание. Сейчас же мы как раз двигаемся в сторону Лермонтовского проспекта. Ну и думаю зайти проведать как раз сфинксов на египетском мосту. Только сдается мне, что их там нет. Их как-то, может, уже год прошел, в очередной раз отвандалили. Увезли на реставрацию. Ой, слушайте, знаете чего? Я вот в очередной раз не пропущу этого момента. Вроде бы как бы, ну, дом и дом, жилой и жилой, доходный и доходный. Но вы посмотрите, как выполнялась кирпичная кладка и как кирпич делался. То есть специальные выпилы, закругления из кирпича. И все в целом это замечательный фасад, который не требовал никакой дальнейшей отделки, получался. Просто, например, дом напротив, там это все штукатурено и прилеплено. Вся эта объемность
Так вот, про египетский мост. Это тот самый мост, по которому как-то вышли строем солдаты. Ну и случился тот самый резонанс, совпадение частот. Физики, меня поправьте. Мост разрушился. То есть тут совпали два обстоятельства: избыточная нагрузка и резонанс, эффект резонанса, когда мост попросту не выдержал. Там помимо солдат еще было несколько телег. По-моему, это в 1905 году случилось. После этого мост восстановили, но уже былой роскоши и шикарности. Там по обеим сторонам фонтанки были сделаны ворота в таком египетском стиле. Сейчас фотографию поставлю, главное не забыть. И сфинксы по обеим сторонам ворот. Но восстановлен был мост, конечно, уже в 1905 году без этих самых ворот. Сфинксы остались на своем месте. Ну и если кто не понял, то как раз при Павле I, я сказал, было принято решение все-таки всех загнать в казармы. Казармы были выстроены вдоль Измайловского проспекта. А на местах бывших слобод как раз начали в 19 веке строятся эти доходные дома, прекраснейшие. И весь 19 век они возводились. Холодно, на самом деле, сказал я вам, что хорошо. Руки у меня уже, хоть и в перчатках, но подзамерзли. И опять же, петербургский контраст. Шумный проспект и очень тихие, уютные улочки по обеим сторонам от проспектов. Что мы вдоль чуть-чуть Московского проспекта прошли, что Измайловский пересекали. Очень шумно. А вот сейчас по Красноармейской идем. Тишь да гладь. Ну и кто, если не понял, я, конечно, карту, скорее всего, уже в начале района подставлял, на экран выводил. Нумерация. То есть от станции метро Технологический институт, вот мы стартанули, и между Московским и Измайловским как раз идут улицы с 1 по 7. С одной стороны Измайловского проспекта, а с другой стороны Измайловского проспекта, там, где как раз вот Лермонтовский. Ну и как раз мы видим продолжение 10-й улицы. Или это у нас уже 12? Нет, это 10-я, да. 10-я улица, следующая там продолжение 12-й. То есть 12-й улицей заканчивается нумерация, а 13-я у нас переносится в ту сторону. Как ни странно. Вот сейчас мы пойдем в сторону метро отставить, в сторону реки Фонтанки. За спиной у нас обводный канал. Там на обводнике у нас вблизи Ротных улиц 2 железнодорожных вокзала было выстроено. Это Балтийский и Варшавский.
ныне действующий только Балтийский. Из Варшавского сделали сначала торговый центр, а потом и а потом уже и какое-то сейчас гастропространство. Я уже зимой там гулял, видео есть на канале. Обводный канал, конечно, был такой запасной вариант от наводнений. Была задача разгрузить воды Невы и во время наводнений направить воду вокруг города, но не сильно это помогало. Во-первых, обводный канал не на пустом месте вырыт. Это старое русло реки Монастырки, что еще есть кусочек у Александро-Невской лавры. Так, это я запутал. Вот это 10-е продолжение, а там 12-е все-таки была. Очень атмосферные дворы получаются. Они все там. А сюда едут вот как раз. Если я сейчас издалека высмотрю сфинксов, то мы к ним подойдем. А если нет, то никакого смысла на Египетский мост идти у нас не будет. Мы сразу по Троицкому проспекту пойдем к Троицкому собору. Ведь там тоже есть что рассказать, по большому счету. Слева у нас архитектурное чудо советского времени. Гостиница «Азимут». Из интересностей, там на самом верхнем этаже у них сделан ресторан, который выходит окнами на Неву. И вечером открывается, да и в принципе днем в такую солнечную погоду, шикарнейший вид на город. Так что любителям посмотреть на Петербург с высоты, в принципе, можно подняться в этот ресторан. Я думаю, кому надо, сам название найдет, загуглит. Самое главное, это гостиница «Азимут». По-моему, сейчас сеть отелей «Космос» его выкупила. Ну и там и посидеть, покушать, кофе попить. Можно, в принципе, просто подняться, сделать фотографии на город. Больше наглости, друзья, и вас пустят. Я так и делаю. Вот запомните, насколько здесь узкая Красноармейская. Та самая 13-я. И сейчас мы уже подойдем к Троицкому проспекту, который с другой стороны Измайловского проспекта будет первой Красноармейской. Ну и вот насколько там будет все это дело
ширше. Интересные срезы на углу дома, под крышей. Как раз вот у нас автобус повернул на Троицкий проспект. Да, и вот ширинища какая. Раза в 3, я бы сказал. Так, светофор нам говорит, что идти нельзя, а я сфинксов вижу. Так что сейчас пойдем. Давайте прямо сейчас перенесемся. Ну и вот там, где Лермонтовский проспект пересекает Фонтанку, был построен египетский цепной мост. Яркий, сверкающий позолотой, резко выделявшийся на фоне остальной застройки. После обрушения в 1905 году, когда на мост одновременно вступил эскадрон гвардейской кавалерии 11 саней с возницами, пролеты были восстановлены с использованием мотивов древнеегипетского искусства, но получилось более сдержанно, не похоже на впечатляющий прототип. Фотографию давайте тогда здесь поставлю, каким мост был и каким мост мы видим сегодня. Хорошо, давайте все-таки перенесемся к Троицкому собору. Опять чудо. Или ладно, давайте прогуляемся вдоль Фонтанки. Вижу, до сих пор еще действуют прогулочные катера, или как их, кораблики. Погода такая, что, видите, под ногами лед на мраморных берегах Фонтанки. Но вот отважные и сильно утепленные туристы на этих корабликах. Вот сейчас мы видим, как кораблик поворачивает направо по ходу своего движения и как будто бы сейчас упрется в стену, но нет. Там у нас начинается Крюков канал. Место, походу, его дальше там движение Семимостье будет. Место, где надо загадывать желание. Это все на канале Грибоедова. Прогулка по каналу Грибоедова. Давайте я туда ссылочку прицеплю, если не забуду. Я могу. Умею, знаю, практикую. И вот все прогулки на корабликах, они именно делают такой круг по Фонтанке и в Крюков канал. Преимущественно. Так, вот все, да не все, да, смотрите. Один прямо движется, а вот следующий уже сразу с поворотом под мост, с заносом, с юзом под мостом, прям буквально, и как нитка в ушко иголки попадает под мост. Достаточно, мне кажется, сложный маневр такой. Видите, какое маленькое расстояние от верхней точки кораблика до моста. И нормально, и такое-то на опыте, да? На опыте. Все, давайте все-таки отсюда уже перенесемся. Снова монтаж, шараш. Перспективу Измайловского проспекта открывает грандиозный Троицко-Измайловский собор.
полное его название собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, построенный по проекту Василия Стасова, бюст которому здесь справа, в стиле русского ампира, как полковая церковь для измайловцев. Когда ее освящали в 1835 году, она была крупнейшим храмом, он был крупнейшим храмом России и вмещающий более 3000 человек. Все задаются вопросом, что это такое здесь. А если почитать, да и вкратце я вам сейчас скажу, это сооружение в честь победы, по-моему, русско-турецкой войны. 104 трофейные турецкие пушки. Из которых сделан этот монумент. В советские годы он был разрушен. И, по-моему, если не ошибиться, это здесь на нем должно быть написано. По-моему, в 1990 что ли году его восстановили. Ну и Троицкий собор, конечно, здание монументальное, шикарнейшее. Его голубые купола со звездами виднеются издалека. Опять же, гуляя по Фонтанке, вы, наверное, с каждого моста его увидите, этот купол. Не единожды горел, даже в современной России. Был прецедент, когда центральный купол буквально выгорел, крест упал и все, но все восстановлено. В этом соборе 27 февраля 1867 года Федор Достоевский венчался с Анной Сниткиной, а 18 ноября 1894 отпевали композитора Антона Рубинштейна. Но, к сожалению, Рубинштейна все сейчас помнят как имя самой ресторанной улицы в Петербурге. Так, ну и давайте, знаете что, посмотрим сады. Сады здесь в Ротах. Пройдемся по первой Красноармейской. Что тут военные куда-то мчат так резво. Так, пока идем по первой Красноармейской, хочется сказать и о людях, живших здесь в Ротах. Именно здесь, в Ротах, где квартировал Измайловский полк, жил Мстислав Добужинский. Вот как он писал: в тихих улицах и по сей час держался особенный петербургский уют, и стояли еще нетронутыми маленькие ампирные домики. Каменные, деревянные, двухэтажные, трехэтажные, часто с мезонинами, с гипсовыми классическими масками или венками под окнами. Нешумной была и 6-я рота, где находился только что выстроенный дом, в котором мы поселились. Из окон нашей квартиры в 4-м этаже видна была внизу крыша старого деревянного дома, окруженного высокими брандмаурами. Самый первый мой петербургский пейзаж. Картина этого автора выкупала Троицкая галерея, Третьяковская. Это что-то у меня еще в голове. Троицкий проспект, Троицкий собор. Третьяковка. То есть Мстислава Добужинского очень много произведений, его работ можно в Третьяковке
понаблюдать. А идем мы сейчас... Так, мы прошли? Нет, не прошли. БГТУ еще одно. Тут как раз вот первая Красноармейская, это прям такая какая-то студенческая мекка, как будто бы. И как раз за зданием БГТУ. Так, а как правильно-то? Ладно, никак. Есть польский сад, так называемый. Это Балтийский государственный технический университет. Это все к военмеху отношение имеет. А еще у нас здесь по левую руку собор Успения Пресвятой Девы Марии. Как раз вот этот вот вход. Так просто получилось, что чтобы попасть в сам собор, надо пройти насквозь. Сейчас там находится Римско-католический собор Успения Пресвятой Девы Марии. То есть все католики можете заходить. Ну и как раз так называемый польский сад за ним. Хотя вроде сад относится к усадьбе Державина. Сейчас мы свернем на как раз Державинский переулок. Хочу я дойти и показать вам Измайловский сад. В нем у нас живет петербургский ангел. Тот самый небезызвестный. Если вы еще не потерялись, то мы как раз вот с противоположной стороны улицы вот того здания с колоннами начинали. Повернем налево. Сам польский сад с имением Державина — это такой музейный объект. Там и доходный дом Тарасовых к нему прилегает. А музей-усадьба Державина — это музейный объект, вход туда платный. Ну и, соответственно, они денежку берут за посещение сада. Но несколько раз в год они открывают двери сада, и можно в нем погулять бесплатно. По каким дням, слушайте, не знаю, но в этом году мне как-то так повезло, и мы попали туда. Там есть ротонды, беседки, прудик, цветники. Такое, конечно, представляешь, вот как 100-200 лет назад, да? Тут дамы в платьях и кавалеры в костюмах гуляли неспешно. В целом-то жизнь тогда неспешная была, да? Вот как раз у нас уже этот польский сад начинается, а вот это вот желтенькое с большими окнами католический костел здание. Здесь же у нас в Ротах и культурная жизнь была. Здесь как минимум два театра есть. Как раз вот один в Измайловском саду. Это молодежный театр на Фонтанке. Получается, что мы его сейчас зацепим. Ну вот, вход в польский сад. И тут же, наверное... Слушайте, давайте проверю. Платный вход, не платный сегодня. Нет, слушайте. А ничего, вот заходишь и гуляешь. Летний театр. Нет, слушайте, бесплатно. В кои-то веки. Прикольно. Ну, пройдемся тогда. А чё нет-то? А то я вам тут наанонсировал,
что тут есть. Пойдемте глянем. Так, одна беседка уже мимо. Ну, ротонду хотя бы посмотрим. Тут как бы еще выйти-то нам. Так, вторая беседка. Мостики. Из интересного здесь в саду, ну вообще в самой усадьбе Державина есть оранжерея. И предприимчивые предприниматели в этой оранжерее соорудили кафешку. И вот, представляете, холодными зимними вечерами. Но нет. Ну, я к чему? К тому, что когда холодно, голодно и промозгло, ты заходишь здесь в летний сад и прекрасно себе, в прекрасном окружении можешь позволить выпить чашечку кофе. Вот мы сейчас тут так бегом-бегом, ну, по крайней мере, я, а вам приходится вместе со мной галопом вышагивать по этому саду. Но летом в практической тишине, прогуливаясь по этим узким дорожкам, можно хорошо провести время. Может быть, даже устроить себе пикничок на газоне. А здесь малолюдно. Здесь практически не доходят сюда туристы. Об этих местах практически никто не знает. Я не побоюсь громкого заявления. Я думаю, даже сами петербуржцы не знают о существовании этого места. Хотя мы здесь буквально в 5 минутах ходьбы от станции метро Технологический институт. Еще раз говорю, польский сад. Хотя тут таблички по газонам не ходить, но есть масса лавочек. Масса лавочек. Ну и вот стеклянная, мы видим, оранжерея, зимний сад. Его арендуют под мероприятия, всякие банкеты, свадьбы. Ну а когда он никак не забронирован, то свободно принимает посетителей. Вот мы сейчас видим, все фотографируются. Как будто дома нет растений, и вот надо специально сюда прийти. Вход вот со стороны фонтанки. Сейчас мы здесь выйдем. Летом здесь реставрационные работы проводились. Все в лесах было. Вот ты вот заходишь с фонтанки пряменько в само кафе, кафе-оранжерея. Ну и дальше можно было вот туда, во внутренний двор усадьбы пройти. Ну давайте, я вас сейчас не буду мучить походом вдоль фонтанки. Тут буквально, наверное, 200 метров и уже Измайловский сад. Сейчас давайте окажемся перед воротами Измайловского сада. Ну и вот буквально даже минут не прошло, я оказался у ворот в Измайловского сад. По обе стороны от входа нас встречают такие маски, что говорит нам намекает о театре. Кстати, ворота оригинальные, ручки действующие. На запоры, кстати, запираются, если что.
Внутри сада, как я уже сказал, у нас молодежный театр на Фонтанке. В мире существует там порядка чуть больше 30 театров, расположенных в саду. Но вот один из них здесь, в Измайловском. Но и так вкратчиво... ну и тут всякие реквизиты с театральных постановок, которые уже не нужны, стоят. Вот. Ну и так вот мы вкратчиво и со спины подкрадываемся к этому ангелу. Петербургский ангел. Кто не знал, теперь знаете, что он у нас в Измайловском саду. Здесь на лавочке приютился. В шарфике и шапке. Есть целый гардероб для него. Люди приходят, оставляют собственноручно сделанные обновки для него. В принципе, можно всегда переодеть, если что. Если вам не понравился наряд, ну или не соответствует погоде. Ну и в саду еще какие-то есть скульптуры, но опять же как-то все к театру имеющее отношение. Итак, друзья, снова привет. Такая вот наша получилась беглая прогулка по ротам, по ротным улицам, по Измайловским. Это в поддержку прогулок по историческим районам Петербурга. Не какой-то длинной, долгой, а локального места. Спасибо, что посмотрели видео. Буду благодарен и признателен за вашу активность в виде лайков, а уж тем более подписок на канал. Канал растет. Все благодаря вам. Вы лучшие. Спасибо вам. Любите Петербург. Гуляйте в Петербурге. Пока.